День 24 июня теперь вспоминается так же часто, как 24 февраля. Железный занавес. Ненавижу. Как бы подоить бизнес, как кобылку Сидорову. Знаете, просто меня колбасит. Хочешь потрахаться, да? Ходите в свингер-клуб. Кто понял жизнь, тот не спешит. Всем привет! Это канал номер 1 про бизнес и деньги. Сперва коротко подведем итоги попытки военного мятежа в России, ну и потом обсудим еще, что было на этой неделе менее важного. Итак, на этой неделе Владимир Путин трижды обращался к нации и говорил, что вооруженные мятежи всегда приводят к хаосу, разрухе, страданиям и так далее. И, конечно, бы противник воспользовался бы этим. Также из заявлений президента: при столкновении с колонной ЧВК «Вагнер» погибли летчики самолета и вертолета, и поэтому семьям будет оказана материальная помощь. ЧВК «Вагнер», оказывается, содержало государство, и за год власти заплатили военной компании более 86 миллиардов рублей. Участвующие в мятеже будут прощены, могут вернуться домой из зоны боев или подписать контракт с Минобороны, или уехать в Беларусь на всякий случай. Александр Лукашенко подтвердил, что отряды «Вагнер» и Евгений Пригожин прибыли в Беларусь. Белорусские военные будут перенимать боевой опыт ЧВК. И, наконец, то, что всех волновало, ведь уголовное дело закрыли и так далее. ФСБ уже заявили, что уголовное дело на участвующих в военном мятеже закрыто. День 24 июня теперь вспоминается так же часто, как 24 февраля. Неожиданно закончился вооруженный мятеж. Редко такое бывает с мятежниками. Договорились, мятежники куда-то там разъехались, уголовные дела замяли. Сейчас уже появились версии во всякой там, в основном западной прессе, что это был хитрый ход Путина по тайному перемещению ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, что якобы теперь будет атака Украины с Белоруссии, вот она готовится. Не верю я в это все, слишком уж большие репутационные потери для всех участников. Вот. Ну, теперь можно придумывать что угодно, трактовать как угодно. Лучше я расскажу, как отреагировали рынки и какие события были в день мятежа, ну и сразу после. Итак, сперва резко возрос спрос на наличные, люди стали снимать наличные деньги, и ведь это логично, ведь люди-то понимают, что во время контртеррористической операции могут отключить интернет, и ты ничем не сможешь расплатиться, поэтому люди заботились о финансовой подушке. Рубль, значит, конечно же, ослабел и стал стоить 88 рублей. Ну и пока так, кстати, и не вернулся обратно. Так что вот эти события приводят к ослаблению российской валюты. Министерство внутренних дел Литвы ужесточает контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России. А Польша решила в очередной раз укрепить забор на границе с Белоруссией. Финляндия вводит новые ограничения на въезд россиян, и они могут коснуться даже владельцев имущества и абитуриентов. Железный занавес опускается все надежнее и надежнее. Уверенность в том, что забор будет высокий, уже практически неотвратима, поэтому кто хотел куда-то там уехать и так далее, пользуйтесь моментом, пока еще совсем забор не закрылся. Но это я с одной стороны шучу, а с другой стороны, а какие шутки? Вы так все сами видите. Страшно даже представить, что было бы, если бы вот эта вот смута бы развивалась и так далее. Поэтому это неожиданный случай, и обычно вот так быстро все вот это вот не заканчивалось. Поэтому поздравляю вас и всех нас с тем, что Россия в очередной раз доказала всему миру, что мы богоспасаемая страна. Что мы теперь будем делать? Тиндер закрыли. Напомню, Тиндер — самое популярное предложение для дейтинга в 10 странах, включая Россию. Дейтинг, спид-дейтинг — это быстрые знакомства. Ну, это когда хочешь потрахаться, да, вот кого-то там выкрутил, и вот оп, все, бесплатно. Ну, может быть, там в Макдональдс сводил. Там. Итак, о прекращении работы Тиндера заявила компания Match Group. А ведь она сказала, мы предупреждали еще с мая, что мы закроем это все, закроем эту всю непотребщину, понимаешь, знакомства в сети, чаты, шматы и так далее, вот это. В общем, сейчас, как они сообщают, при входе в приложение появляется надпись «Ошибка». Тиндер недоступен для россиян в магазинах приложений Google Play и App Store, а зарегистрироваться в нем с российским номером телефона невозможно. Да у нас половина офиса на Тиндере.
Познакомились, да. Поэтому я, честно говоря, в шоке. Что теперь будут делать люди? Где теперь знакомиться? Дискотек нет. Вот в 90-е было дискотеки, да. Мы знакомились вот в 90-е на дискотеках там, на клубы, я помню, были, да. Ну, наверняка есть другие какие-то приложения, поэтому не парьтесь, конечно. В конце концов, если кто-то хочет погорячее, ну, сходите в свингер-клуб. Там тоже можно познакомиться, да. Когда там они меняются, оп, и познакомились, да. Короче говоря, вот в этом Тиндере были платные подписки. И что теперь делать тем-то, кто купил платные подписки в Тиндере? Там вот за платную подписку можно было получить там доступ там, ну, к разным там плюшкам там, да, и так далее. Вот. Они могут дать заявление в Тиндер, и им вернут деньги. Вот это, да. Может быть, да. Короче, реакция депутатов и влиятельных людей следующая. Например, депутат Виталий Милонов после ухода Тиндера из России предложил создать приложение для знакомств на базе православной церкви и с верификацией через госуслуги. Ну, Виталий, вот объективно не всем подходит знакомство в лоне церкви. Друзья мои, ну в принципе это вариативность вот этих мнений, да пусть их будет больше, этих всяких вот мнений разных и так далее. Я уверен, что люди не перестанут знакомиться в чатах, в соцсетях, будет всегда много этих приложений. Слушайте, одно приложение ушло, другое пришло, и вот сидит у меня Артем. Где ты познакомился с женой? LovePlanet. Вот на LovePlanet, пожалуйста. Поэтому, если Tinder не работает, go на LovePlanet, назначайте новые свидания и дай бог вам, чтобы у вас все в жизни складывалось наилучшим образом. А в Госдуме одобрили налог на сверхприбыль компании. Короче говоря, проект прошел первое чтение. Помните, я вам как-то сообщал о том, что правительство изыскивает способы как бы подоить бизнес дополнительно. Ну, в основном средний бизнес и крупный бизнес, да. Так вот, в пояснительной записке этого законопроекта указано, что его реализация принесет дефицитному бюджету, а бюджет сейчас дефицитный, да, 300 миллиардов дополнительных рублей. Сбор будет единоразовым, по подсчетам Минфина налог заплатит 2500 компаний. Этот сбор затронет только крупный бизнес, и средняя доналоговая прибыль которого за 2021 и 2022 год превысила миллиард рублей. Ставка очень хитро рассчитана: 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 год над показателями 2018-2019 года. То есть, понимаете, да, вот была прибыль, сейчас такая, вот от этой разницы 10%. В принципе, достаточно гуманно. Уплатить налог следует до конца января 2024 года. Но если внести деньги до ноября, то сумму налога можно уменьшить вдвое. Оформить это как налоговый вычет. Ха! Это как с ДПС, да, оплатил, значит, быстро 50% дисконт. Вот это инновация уплаты налогов, да. Быстро заплатил, все уменьшили. Неплохо. Очень элегантно, мне кажется, формула элегантно придумана, вот это 10% с превышения, да. И порядок оплаты. Налог на сверхприбыль не затронет компании, созданные после 2020 года, то есть молодые компании. А также вот данный налог не затронет на плательщиков единого сельхозналога. Также его могут не платить экспортеры нефти, газа и угля, которые традиционно в России под колпаком заботы, нежности. И на самом деле, я бы так сказал, лучше бы уделяли бы нежность и заботу предприятиям промышленности и так далее, а экспортеров нефти, газа, угля доили как кобылку Сидорову. В конце концов, чем больше их выдаешь, тем больше в бюджете денег, потому что у других денег не так-то, в общем-то, много, а может и вообще нет. Короче говоря, я за то, чтобы налоги все платили. Моя компания Технониколь тоже готовится заплатить эти все налоги, потому что законопослушный налогоплательщик. Вот так. Центробанк России — это очень традиционная организация. Ну а что, если бы она была нетрадиционная, было бы лучше? Ну, короче, и традиция Центробанка заключается в том, что тогда, когда надо насытить экономику деньгами, Центробанк делает наоборот. Он сушит экономику. И вот Центробанк заявил, что все-таки будут повышать ставку, скорее всего. Все призывают Центробанк насытить экономику деньгами, да, ну дать, наконец, длинные дешевые деньги. Центробанк говорит: не, будем бороться с инфляцией и так далее, будем сушить экономику. Окей. А теперь несколько подробностей. Ключевую ставку не повышали с сентября 2022 года, как вы знаете. Она сейчас 7,5%, а инфляция 4%. И в ЦБ объяснили, что вот ставка 7,5% вполне соответствует
ну вот в текущей ситуации там инфляция 4%. И сейчас баланс риска в большей степени смещен в проинфляционную сторону, и поэтому Центральный банк говорит, мы будем действовать на упреждение, чтобы инфляция не развивалась, мы приподнимем ставку. Да, причины, почему проинфляционные тенденции нарастают. Расширение внутреннего спроса со стороны частного и госсектора, ускорение кредитования, все это, да, создает давление на инфляцию, то есть инфляция по прогнозам Центрального банка будет ускоряться. Итак, по прогнозу регулятора во втором квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она достигнет 4,5%, а может даже выше 6%. На самом деле поведение Центрального банка, вот, ну так, если говорить, такое жесткое, точное, четкое, своевременное, ну давайте так, это ключ к тому, чтобы устойчивость финансовой системы была. Не дай бог нам оказаться в ситуации, когда финансовый регулятор будет слабый, каким был в 90-е годы. Поэтому я не хвалю Центральный банк, я его тоже ругаю, но пусть будет твердый Центральный банк лучше, чем вот облачный, денег нет. Вот. И поэтому, конечно, экономическим властям, промышленным властям, правительству и так далее, для того, чтобы увеличить там строительство новых заводов и так далее, ну, надо принять соответствующие там меры. Например, адресно вызвать 10 тысяч или 20 тысяч ведущих предпринимателей страны и адресно предложить им, да, финансировать проекты этих предпринимателей, создавать ГЧП, государственно-частные партнерства с этими предпринимателями. Концессия — это новое явление, о котором люди еще не знакомы, но это реальный и наикратчайший способ заработать деньги по-новому. Я всегда говорю, ищи новое в другом, не в том же самом денег уже нет. Поэтому новое в другом — это бизнес-концессии, частно-государственное партнерство. И чтобы ты со своим крупным или средним бизнесом, или даже, может быть, мелким, мог с этим разобраться и воспользоваться всеми благами концессий, пожалуйста, компания Альтхаус, где я совладелец. Компания Альтхаус представляет консультативные услуги. Первое, тебе помогут разобраться с концессиями. Второе, сформировать проект. Третье, получить целевое финансирование от государства и от банков уполномоченных, чтобы ты смог реализовать свой проект, повысить свои доходы, ну и вообще стать королем, новым королем. Вот это пирожочное или шаурмичное, которое у тебя есть, это хорошо. Ну давай уже займись следующим по крупности проектом. Компания Альтхаус проконсультирует тебя и даст и разработку, и технико-экономического обоснования раз, и всех необходимых бумаг, да, документации так называемой, для того, чтобы банки пропустили тебя через свои там процедуры, они так достаточно сложные, ну их ты изящно проходишь с помощью специалистов компании Альтхаус, вот получаешь финансирование на свою концессию, становишься средним крупным бизнесменом. Помимо этого, для крупных и средних бизнесменов компания Альтхаус, да, помогают внедрить чат GPT и другие методы искусственного интеллекта для твоих продаж и вообще для того, чтобы ты смог воспользоваться этим для улучшения эффективности своей компании. Ссылка будет ниже. Компания Альтхаус еще есть ряд ключевых услуг для бизнеса. Проходи, смотри. Я сам пользуюсь компанией Альтхаус для консультаций по своим бизнес-вопросам. Буду рад, если смогу оказать тебе помощь в настройке твоего бизнеса и в повышении эффективности твоего бизнеса. Хорошая новость это или плохая, судить вам, но депутаты предложили отменить НДС для торговых сетей, которые бесплатно раздают населению продукты с истекающим сроком годности. Главное, чтобы там плесени не было, да? А то вот срок годности истек, открываешь там, вот это да. А его бесплатно раздают, говорят, нате, благотворители такие. Да? Давайте разберемся с этим поподробнее. Первое. Каждый год в стране выбрасывают 1/5 часть всех производимых продуктов питания. Представляете? 1/5 часть. Вот депутаты, защитники народа, да, пытаются с этим бороться и делают инициативу. Доколе? Ну, просрочился срок хранения, ну хорошо, раздайте нуждающимся, да? Раздайте продукты с испорченным сроком хранения. Я и сам, честно говоря, иногда в холодильник прихожу свой, и там стоит йогурт, мой любимый йогурт, вот.
И у него просроченный срок. И я такой долго смотрю на него и вот не решаюсь, как бы думаю, ну как же так? А потом думаю, ну вкусный йогурт, я его люблю, я думаю, рискану. Открываю, нормалек, хопс, я, да, ну вот колюсь. Короче говоря, в прошлом году крупные ритейлеры и сети проводили эксперимент. Они отдавали продукты с истекшим сроком годности волонтерам, а волонтеры в свою очередь отдавали нуждающимся. И таким образом продукты получали 17 тысяч человек, ну и были измерения. Как это, сколько из этих 17 человек тысяч отравились. Ну, в общем, проводились натурные замеры на 17 тысячах людей. Короче, бизнес категорически ответил, что нам это невыгодно. Выгоднее и проще уничтожить продукцию, а не связываться с этим актированием, там, передачей волонтеров и так далее. Потому что бизнес все равно выручки не получает, поэтому он просто с полок убирает и на свалку отправляет. Это проще, документов нет и не прилетит. А что прилететь может, представляете? Ты отдал волонтерам, они отдали твои продукты с испорченным сроком, а там люди отравились. Понятно, что бизнесу будет? Это у бизнеса его будет это самое, потом душить, почему вы отдали отраву и так далее. Итак, стоимость утилизации сильно ниже затрат на организацию фудшеринга. Фудшеринг — это вот обмен продуктами с истекающими сроками хранения или вот с истекшими сроками хранения. И эта разница в основном, внимание, возникает из-за необходимости уплаты входящего НДС. Еще раз говорю, налоговые вопросы, регуляторные вопросы, ну то есть совокупность. И поэтому фудшеринг — это ну такая вот практика во многих странах применяется. И, соответственно, если подкрутить налоговые вопросы, разъяснительные вопросы и создать вокруг этого пиар, ну и упаковать все это вот красиво, вкусно, и чтобы бизнесмены не страдали, то по статистике до 60% вот таких вот товаров не попадало бы на полигоны, а приходило бы к людям, вот, и все было бы нормально. Как в России все пойдет по своему сценарию, мы знаем, все пойдет через жопу, на жопе мы будем учиться, да, и потом научимся. Но чем быстрее мы отправимся туда, тем быстрее научимся, ребята. Южная Корея отказалась от традиционного подсчета возраста. После принятия закона все практически жители страны стали моложе на год. В чем суть? Раньше в Корее использовалась достаточно странная, на наш взгляд, вот эта вот система определения возраста. То есть считалось, что когда зачатие произошло, то вот этот вот период беременности — это тоже возраст. И когда, например, человек рождался, да, вот, ему уже записывали, что ему 1 год. А когда человеку исполнялся, например, 1 год, значит, у него было там в паспорте или где в этих документах 2 года. Всего в Республике Корея использовали аж 3 системы подсчета возраста, да, и все они были вот с такими вот нюансами. И часто это приводило к путанице при заключении трудовых договоров, контрактов и так далее. Поэтому в стране взяли и законодательно ввели международную систему подсчета возраста. Так южнокорейский регулятор отреагировал на вот эту вот копившуюся десятилетиями путаницу. Вот видите, в Южной Корее тоже, оказывается, могут десятилетиями, да, путаться и только уже когда вот совсем уже назрело, вот взять и решить. Ну, в принципе, как в России. Я же вам говорю, в России на самом деле перенимают наилучшую практику самого затяжного решения любого насущного вопроса. Вот, пожалуйста, как Южная Корея. Поэтому те, кто постоянно судачат и сетуют, что в России все медленно и так далее, побыстрее бы, я вам так скажу, да не дай бог. Эй, говорит, спешить не надо, дорогой. Куда спешить? Зачем спешить? Кто понял жизнь, тот не спешит. Я предлагаю вам тоже перестать спешить, потому что спешка, износ, вот это вот туда-сюда, травмы, иногда несовместимые с жизнью. Ну, ребят, тихо. И когда я был молодой, я тоже спешил туда-сюда, пока не обломался, не изломался. Так дела делал, много делал, что обделался, понимаете, обделался, здоровье ухудшилось, все провалилось, все. И потом мне потребовалось сменить подход. Я долго искал, какой же подход, а продолжал изнашиваться и почти уже умер, но потом учитель встретился на моем пути, учитель по жизни, который подарил мне иной способ жить. Поэтому здесь будет ссылка на легендарный курс «Предприми себя», приходи.
Там мои ученики, наилучшие ученики здесь Академии ведут легендарный курс «Предприми себя» и передают вот это, внимание, запретное знание, которое мне передал учитель. Оно передается только от человека к человеку, оно не передается ни в каких книжках. Проходи прямо сейчас, регистрируйся, я жду тебя на курсе «Предприми себя». Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием доходов. Внимание всем криптовалютчикам. Те, кто ставит ставку на криптовалюты, биткоины и так далее, будьте осторожны. В суде рассматривалось дело по обороту наркотиков. Покупатели оплачивали товар криптовалютой, а подсудимый конвертировал потом эту криптовалюту в рубли и переводил на счета и карты близких людей. Так вот, будьте сейчас особо внимательны. Верховный суд посчитал это преступной схемой, поскольку удалось избежать банковского контроля и нельзя было установить владельцев, собственников счетов. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, в России набирает темп дискуссия о легализации крипты. Правительство, Минфин голосует за то, чтобы ввести легализацию крипты. Центробанк категорически против. Идет дискуссия, тем временем около 7% россиян хотя бы раз в жизни покупали криптовалюту, а значит, они находятся вот в такой вот серой зоне. В любой момент могут предъявить, что называется, да. Да. Ну и понятно, в этой же зоне существуют там миллионы мошенников, криптовалютчиков, да, которые в основном гоняют вот эту вот криптовалюту, расплачиваясь за наркотики, за какие-то там противоправные действия и так далее. Однако следует отметить, что использование криптовалюты в трансграничных переводах сейчас резко увеличилось. Вот что делать людям, которые никак не могут заплатить, например, из России куда-то там за рубеж? Они прибегают к услугам посредников, да, и криптовалюта здесь выручает. Небольшие платежи через криптовалюту действительно проходят, я сам подтверждаю. Но вот видите, обстоятельства, что эти все операции находятся в серой зоне и в любой момент может прилететь, не радует. Я, в общем-то, поддерживаю то, что вот это вот прочно вошедшие в нашу жизнь эти вот криптовалюты, там вот эти трансграничные переводы, переходы, ну раз они уже есть, давайте легализировать их. Тем более и Минфин, и правительство за. И тем более и Минфин, и правительство говорят, что этим могли бы заняться налоговая инспекция. Налоговая инспекция очень сильна в России, там прям айтишники сидят, айтишники, они-то точно возьмут под контроль эту криптовалюту. Короче говоря, даешь легализацию криптовалюты, чтобы трансграничные переводы осуществлялись. Я и сам иногда попадаю на вот эти ограничения, что там карты какие-то не работают, да, пытаешься что-то оплатить, не работает. Нехорошо это все, да. Это постоянно создает такую рутину, такую бодягу, такую задержки времени, там катастрофа. Я считаю, надо легализовать рынки, чтобы все было в законе и чтобы трансграничные операции каждый из вас, кто сейчас меня смотрит, мог совершать изи, спокойно и легко. Короче говоря, пожелаем Минфину и правительству успехов в том, чтобы они смогли убедить Центральный банк, ну и чтобы Госдума наконец-таки приняла все необходимые законы для легализации криптовалютного рынка, чтобы он находился под контролем. Меня тоже задалбывает, что в этом криптовалютном рынке слишком много мошенников. Да там не слишком много, там каждый, там 9 из 10 мошенники на криптовалютном рынке. Ну, такие времена, как бы сказал Познер. В России наконец-то ввели штрафы за плевки на улице, а то все идут, семечки лузгают. Ненавижу лузгающих семечки, поэтому так и знаете. Если вдруг вы встретите меня, то я могу вам за семечки и в морду дать. Сорян, ничего личного, у меня просто реакция. Ну шучу, конечно, не буду я в морду давать, но просто реально, но вот это вот плевки на улицах вот разного размера, ну меня раздражает. Просто меня колбасит, когда я вижу это. Короче, власти Ярославской области ввели штраф за плевки в общественных местах. И первый раз нарушителей будут штрафовать на 1500 рублей, а за повторное на 3. Мы впервые в стране, и всего 2 страны в мире, кроме нас, внимание, да, имеют такую административную ответственность. Сингапур и Казахстан. Все говорили, да, вот Сингапур, учитесь у Сингапура. Начали учиться, ребята. Мало не покажется. Если вы знаете, какой жестокий диктатор был Ли Кван Ю,
Не дай вам Бог жить в эпоху Ли Куан Ю, да? Если вы сейчас приедете в Сингапур, ну да, вы увидите, какие чистые улицы, сколько много камер, и за любую провинность на самом деле вас тут же вылавливают и выписывают штраф $3000. Ну там штрафа меньше $1500 вообще нет. Короче, один штраф прилетает, ты уже свободен, а если несколько, от долгов не сможешь отмазаться, да? Вот, пожалуйста. Поэтому в Ярославской области впервые, значит, ввели такой, как в Сингапуре и Казахстане. Казахстан тоже, кстати, идет по этим же рельсам. У меня вопрос: как губернатор Ярославской области, значит, будет поддерживать порядок? То есть будет ли смотрящий, или люди вдруг изменят вот такую субкультуру и вот все, раньше лузгали семечки, да, сейчас все, не будет. В общем, пока губернатор не уточнил, он говорит, будем доверять жителям и смотреть, как те будут выполнять это. Вот действительно, вот это вот очень интересно. Билетный кассир подходит, говорит, вы вот тут плюнули, да, вот вам штраф. И ничего в этом смешного нет. Про Сингапур я вам так сказал. В Сингапуре везде ставят камеры, и в принципе, если кто-то намусорил и так далее, а такое бывает, бывает даже до смешного, у кого-то вот из кармана что-то вывалится, а камере же пофиг. Видит человек, лицо видит, да, идентификация происходит. А что, ДПС вот выписывает штрафы за превышение скорости, там, за разметку там нарушил и так далее, да, поэтому и за плевки, и за все это будут выписывать. Поживем, увидим, но что-то мне подсказывает, мы должны находить все новые и новые способы, да, как поддерживать, ну, некую благость или порядок, который сами же выработаем и будем сами же защитниками этого порядка. И вот эти вот все инициативы — это такие смелые, хорошие эксперименты. Я пожелаю удачи губернатору Ярославской области и всем жителям Ярославской области. А вдруг вы станете первенцами и заложите, ну, совершенно вот новый подход организации вот такого вот, ну, давайте так, на улицах станет порядок, значит, люди перестанут лузгать семечки и плеваться, жизнь будет налаживаться нашими же руками. Каждый из нас может многое, но вместе-то мы можем все, вместе к процветанию. Да, вот мой любимый лозунг, поэтому давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется.